Всем привет, чао-чао, и сегодня снова рисуем. Скетчинг, будем рисовать часовню. Берите листик, бумажку и рисуйте вместе со мной одновременно. Меня зовут Кичигин Эдуард, и это моя техника скетчинга пером и тушью, и немножко кистью, ватербраш, вся эта история, акварельная бумага. Ну, в общем, если вам интересно, то пробуйте и повторяйте. Начинаю всю эту историю с того, что простраиваю мой объект. Это, немножко не часовня, это колокольня. Колокольня в селе Погост. Ну, такая водная, но она очень симпатичная. И из такой древней деревянной русской архитектуры. Сначала простраиваю ее перспективные сокращения. Ну, тут немножко она раскрывается нам вот этим куполом сверху. И делаю наметки пером. Стараюсь, чтобы линии были очень-очень тонкие. Очень тонкие. Сделал вот эти вот наметки, и потом прихожу туда с кистью. Кисть использую каллиграфическую для китайской каллиграфии, по-моему, если я ничего не путаю. Но мне ее подарили, и, в общем, мне она нравится. Тушь использую Winsor Newton. Вот так вот приношу ее пером, потом чуть-чуть размываю вот этой вот кистью с чистой водой. Кистью набираю воду, приношу ее на рисунок, приношу на рисунок тушь и размываю это все дело кистью. Вот так выглядит этот процесс. Ничего сложного нету, вы тоже можете повторить. Берите лист, бумагу и рисуйте одновременно со мной. Вот таким образом создаю на рисунке терминатор. Кто не знает, что такое терминатор, это перелом между светом и тенью. Вот таким образом он создается. И немножко добавляю земли, и у меня получается общая картина. Общее тоновое распределение. Вот к такому рисунку я приду в конце. Ну вот сейчас посмотрим, как все это делает. Затем снова по уже высохшему слою прохожусь с идеей пера. Снова прорабатываю детализацию. Там, где у меня затонированные области, и там, где у меня освещенные области, я возвращаю немножко утраченные моменты правильного простроения архитектуры. Вот таким образом там столбы проявляются. Посередине, обратите внимание, тоже есть столб, он держит всю эту структуру. Это восьмигранная структура, и она сидит на 9 столбах. 8 по граням и 1 центральный. Вот такая штука получилась. Там на фоне мои чернилки, и вот я набирал текст еще в финале. Продолжаю прорабатывать детали. Так как это все рубленая структура, я рисую идеи бревен. Не очень сильно заморачиваюсь с этим, довольно условно. И не очень плотно, а разрежено рисую идею бревен. Подчеркиваю идею купола. Все так же легко, скетчево, не напряжно. И думаю, что передний план, который ближе к зрителю, мне, может быть, стоит сделать несколько интенсивным. И вот сейчас как раз работаю над этим. Чуть-чуть увеличиваю интенсивность ближних ко мне. Прохожусь по деталям кисточкой и делаю более интенсивной землю. Для того, чтобы было впечатление, то она стоит на твердой основе. Вот это только что было мое перо звездочка любимая. И теперь думаю о том, что неплохо было бы сделать атмосферность. И там я написал начало текста с ошибкой. Но так как чернила у меня водорастворимые, то я могу, если я не затуплю, радостно все успеть размыть. Ну и вот вы видите, что это у меня плюс-минус получилось. На листе видны такие волоски. Это от моей кисти. Да, она немножко лезет. Немножко лезет. И вот теперь, когда вся эта история у меня подсохла, я начинаю писать тексты. Текст, вкратце по-быстрому проговорю, это колокольня церкви Флора и Лавра, 1658 год. Срубили ее за один день и представляет собой столб, срубленный в обло, с выпущенными концами. И основа восьмерик на каменном фундаменте. Вот такая вот крутая тема.
И находится вся эта радость в Архангельской области Красноборского района, село Цыбозеро. В общем, вот, да. А, Это вот такая вот техника, наброска скетчинга, которая мне очень нравится и которая похожа на такую традиционную технику для архитектора, ландшафтного архитектора. Немножко сдержанная подача проекта, немножко эффектная, немножко стильная, немножко та, которая нужна. Никакого цветового безумия, никакого такого ощущения салата из картинки. Все достаточно строго, стильно. И мне очень подходит такая. Пишу подпись, то, что я Кичигин Эдуард, то, что я рисовал это в России. И вот теперь можно посмотреть. Я думаю, в деталях я полетаю над картинкой, и вы сможете увидеть, как вот эти чернила, перо, они взаимодействуют с бумагой. Все довольно эффектно, мне очень нравится, как работает одновременно тушь, сепия, именно сепия, и перо с его характерным штрихом. Ну, оно великолепно подходит и под буквы, да, и под перьевую графику, и прекрасно работает в контексте. Вот оно, это звездочка, перо номер 11, традиционное советское. Оно безумно прекрасно. И я постоянно его использую. И это Calligraphy Ink от Winsor & Newton. Тоже, мне кажется, такая просто прям прекрасная тушь, чернила, которые мне тоже в последнее время очень понравилось использовать. Вот она так хорошо работает с бумагой, а бумага это, по-моему, Palazzo. Palazzo какая-то акварельная, очень толстая. Такая штучка получилась. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и смотрите в описании к этому видео очень много других видео. И всем чао-чао, меня зовут Кичигин Эдуард, было приятно поскетчить, пока!